Самый дешевый OnePlus. Цена на телефон упала за 3 месяца практически на 40%. Есть возможность играть в Fortnite, пусть и с приличными тормозами, экран в 90 Гц, но одно из самых печальных разрешений экрана на рынке. В комплекте даже нет чехла, не говоря уже об отсутствии защитной пленки на экране. Кнопка громкости пластиковая с легким люфтом. У динамика сетка из металла, есть мини-джек, сканер отпечатка пальцев на тыльной стороне, крышка корпуса пластиковая, нет даже намека на защиту от влаги, рамка, разумеется, тоже пластиковая, стереозвук на борту, можно запихивать карту памяти, и вроде бы не о чем рассказывать, но это только если не сравнивать. А мы с вами сейчас сравним его с Xiaomi Poco M3, а Nord N100 новенький я потом разыграю среди вас, условия будут в ролике. Tube805, всем привет, вы на канале Пользанет, меня зовут Саня, ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии, за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия всегда в описании. Сейчас в розыгрыше есть еще беспроводные наушники Vivo, 2 экземпляра наушников Mixader E9 Pro и колонка Tronsmart Mega Pro. А теперь я расскажу вам о телефоне OnePlus Nord N100, но через призму Poco M3. От того, что несмотря на более сбалансированное программное обеспечение и даже на падение цены на 40%, самый дешевый OnePlus очень ощутимо проигрывает Poco M3 по многим показателям. Я Нордом попользовался, планирую еще пользоваться, и если появится желание через месяц-другой, сделаю обзор после длительного использования. Ну а пока упаковка у Nord N100 по мне хороша, но комплект нереально скромен. Внутри кабель для зарядки, зарядка на 18 Вт, инструкция и телефон. Больше ничего. Ни чехла, даже заводской пленки на телефоне нет. Распаковали, вынули салазки под сим-карту, увидели, что даже резинка для защиты от влаги здесь отсутствует. Внутри загрузить можно только одну симку и одну карту памяти. И здесь начинается самое интересное. Я беру в руки Poco M3 и начинаю при вас сравнивать. Но досмотрите до конца, вопреки всему и несмотря ни на что, однозначно здесь выиграет по мне Nord N100. От того, что в определенном моменте Poco M3 проигрывает в 2 раза, что критично много именно в том показателе. По размерам Nord N100 меньше, чем Poco M3, как и по весу. Экран IPS у Nord на 0,01 дюйма меньше, чем у Poco M3. Но у Nord разрешение экрана HD+, против стандартных Full HD+, у Poco M3. И это довольно весомое различие. Слишком много OnePlus сэкономили. Печаль, печаль. Плотность пикселей у Nord всего 269 ppi, у Poco M3 422 ppi. Но в Nord экран на 90 Гц. И пусть он не всегда вывозит, но это реально заметно. Защита экрана Gorilla Glass 3-го поколения в обоих девайсах. Камеры по возможностям похожи. Съемка максимум в 1080p при 30 fps у основных камер. Пример работы камер Poco M3 в обзоре по ссылке в правом верхнем углу. Пример съемки Nord вы сейчас увидите. Пример записи камеры, которая здесь не очень хорошая, точнее, я бы даже сказал, плохая. Но учитывая, что это ультрабюджетник, во всяком случае для OnePlus, ну, снимать можно, потом рассмотреть что-то можно. Сейчас будем смотреть, как здесь автофокус. Автофокус здесь, что и требовалось доказать, практически отсутствует. Если я, допустим, сам буду наводить, тоже с фокусом будет не все хорошо. Вот только попался. Абсолютно не романтичный пример работы камеры от OnePlus Nord N100. Разрешение 1080p, притом максимум 30 fps. Можете наблюдать, как работает стабилизация. Серый Петербург. Конечно же, я сделаю запись видео еще в какой-нибудь более романтичном месте, но если вы будете снимать максимально урбанистический вид, увеличивать X6 с этого телефона, вы сразу же поймете, что здесь камера не про съемку вообще. Надеюсь, что хотя бы запись у аудио более-менее приличная. Потом пересмотрю, скажу свое мнение. Так будет снимать фронталка, и, ну, сказать, что фронталка не очень снимает, ну, не фонтан однозначно. Но фронталка даже лучше снимает, чем основная камера. Опять же, по моему мнению, стабилизация здесь есть. И потом на записи посмотрю, мылит или нет, но со светом, конечно, вообще беда. Может быть, что-то исправят в новой прошивке, но я сомневаюсь. И последняя мини-запись видео. С Nord N100.
По фотовозможностям я считаю, что Nord выигрывает, но настолько незначительно, что смысла сравнивать фотографии я не вижу. Проц в Nord слабее, чем в M3, видеосопроцессор оперативка точно та же. Памяти одинаково, хотя у M3 есть вариант со 128 гигабайтами на борту, но у Nord аккумулятор меньше на 1000 мАч, всего 5000 мАч против 6000 мАч у M3. Основная память UFS в Poco версии на 128 гигабайт версии 2.2, у OnePlus только 2.1. Плюс у Poco M3 есть инфракрасный порт, в Nord N100 его нет. USB Type-C у обоих версий 2.0, разумеется, у обоих есть поддержка сетей 4G. Печально, что у Nord, в отличие от Poco M3, нет чехла в комплекте. Мелочь, а неприятно. NFC нет в обоих девайсах. Poco лучше по камере и по всем синтетическим тестам на голову выше Nord. Оба заряжаются от зарядки 18 Вт и оба не имеют беспроводной зарядки. Nord заряжается мучительных 2 часа 20 минут. Xiaomi немного дольше. У Nord есть еще бонусом гироскоп. Fortnite и Genshin Impact работает на обоих, но через фризы и через расстройство. Хотя на OnePlus пару каток на Fortnite я и провел, без особой печали, но с подлагиваниями. Мини-джек для подключения проводных наушников есть в обоих девайсах. У Nord он внизу, у Poco он наверху. Сканер отпечатка пальцев работает лучше по мне на OnePlus N100. В Nord же мне больше нравится расположение фронтальной камеры. И основная камера хоть по спекам и проигрывает, выглядит она приличнее. Защиты от влаги у них, конечно, нет никакой, а теперь магия. Я когда-то говорил в своих обзорах, что экран у Poco M3 нереально тусклый. Вот вам сравнительный тест в одинаковых условиях при максимальной яркости экранов. Разница практически в 2 раза. И сказать, что лично для меня это делает Poco M3 пригодным только от безысходности, будет правильно. Притом мега ярким экран OnePlus я тоже не назову. Можете теперь представить, насколько M3 тусклый. Плавность работы оболочки стабильнее в Nord. У Nord адекватное расположение фронтальной камеры, хотя несимметричные рамки, которые слегка нервируют. По звучанию они равноценно печальны, хорошо хоть в обоих стерео. Игрушки телефона тянут одинаково, по автономности близки, 2 дня гонять девайсы можно. День вывозят даже при агрессивном использовании. Nord по мне выглядит круче, но сенсор отпечатка пальцев у Nord на крышке это, конечно, атовизм. Лучше сканер в кнопке, как у Poco M3. Скорость загрузки оболочки выше у OnePlus, при том, что скорость загрузки приложений выше у Poco M3. Здесь, скорее всего, герцовка влияет. Она грузит систему эгегей как? 90 Гц это вам не 60. Цена по ссылке в описании к видео на OnePlus $159, на Poco M3 $129. И она бывает еще ниже. Вот мы и пришли к условиям конкурса. Чтобы выиграть новенький OnePlus N100, вам достаточно подписаться на Telegram для скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Под этим роликом комментарием указать свой ник в Телеграме, вы будете автоматически участвовать. Розыгрыш будет тогда, когда там наберется 15 тысяч человек. 13 тысяч человек уже есть, так что я думаю, разыграем его довольно скоро. Плюс я еще несколько розыгрышей докину, чтобы интереснее было. Разумеется, с чистой совестью не могу советовать ни один из данных девайсов. Если ваш бюджет ограничен $120, однозначно выбор Poco M3. Все остальное за эти деньги лютый ширпотреб, но я очень надеюсь, что OnePlus за $159 меня в перспективе не разочарует. Яркость для меня имеет огромное значение. Я вообще AMOLED экраны люблю. И я его решил помучить подольше. Тем более опыт хождения с моим OnePlus 7T Pro у меня имеется. Опять же, если вам будет интересно, напишите в комментах, стоит ли делать обзор после длительного использования. Завтра обзор будет на колонку Sony, а на канале для стримов распаковка и тесты бюджетника Vivo в 9 часов вечера. Так что приходите, пообщаемся, потестируем. Спасибо за просмотр, подписывайтесь с лайком. Как ультрабюджетникам этим телефоном да, вот мой совет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.